Всем привет! Почти все иностранные автомобильные марки, за исключением китайских, покинули рынок России. С первого взгляда это казалось бы благоприятным для отечественных производителей. Во-первых, они потеряли основную часть конкурентов. Во-вторых, повышение цен убрало с рынка большинство китайских аналогов. Например, Lada Granta до сих пор доступна за менее чем 1 000 000 рублей, в то время как самый дешевый китайский автомобиль стоит уже 1,5 миллиона. В-третьих, многие заводы, где производили иностранные автомобили, закрылись. Это должно было решить вопрос с кадрами для АвтоВАЗа и других отечественных производителей. Однако реальность оказалась иной. Уже год АвтоВАЗ и УАЗ из Ульяновска сталкиваются с серьезными трудностями. На них практически нет спроса среди работников. Предприятия настолько отчаялись, что готовы прибегнуть к найму заключенных и выплате дополнительных поощрений, но даже это не приносит ожидаемого результата. Насколько плоха ситуация? К сожалению, точных данных нет, но можно судить по косвенным признакам. Например, в Самарской области жителям Северного Кавказа предложили 53 тысячи вакансий. И хотя речь идет не только о производстве автомобилей, но АвтоВАЗ является одним из ключевых предприятий региона. Также стоит упомянуть, что АвтоВАЗ выразил желание нанять более 1000 заключенных из местных исправительных учреждений. Кадровики Тольяттинского завода прибегли к различным мерам, таким как размещение объявлений и выплата дополнительных поощрений за подписание трудового договора и первую неделю работы. УАЗ также идет на ряд мер, включая набор выпускников местных колледжей и компенсацию проживания для жителей других регионов, приезжающих работать на завод. Кого именно не хватает? Думали, что проблема только в рабочих у станка? Нет, это касается всех. Например, помимо маляров и сварщиков, АвтоВАЗ ищет специалистов по закупкам, инженеров, руководителей среднего звена и даже IT-специалистов. Любая крутая компания, в том числе в автосфере, нуждается в работе самых разных специалистов. А мир информационных технологий уже настал. Поэтому для процветания любого бизнеса теперь необходима работа машин-лернинг инженера. Такой специалист анализирует большие объемы данных, ищет в них закономерности, создает нейросети и благодаря этому помогает компании принимать важные решения и расти. Поэтому и спрос соответствующий, а стартовая зарплата примерно 100 тысяч рублей. Чтобы не упустить возможность получить такую профессию, советую обратить внимание на курс от Karpov Courses. На курсе любой желающий без особой подготовки сможет за 7 месяцев освоить любую профессию и получить все необходимые навыки для трудоустройства. Учиться можно в своем темпе, совмещая с текущей работой. Преподаватели – практикующие специалисты, которые передадут свои знания и опыт студентам. Через 7 месяцев обучения вы сможете собрать хорошее резюме и выйти на рынок, а школа поможет найти работу. Переходите по ссылке в описании, вводите промокод START6000 и получите скидку 5% на обучение. Всем успехов! Почему никто не хочет работать на заводах? Да все просто и понятно – зарплата. АвтоВАЗ обещает средний доход в 51-60 тысяч рублей. УАЗ готов предложить полировщику от 43 до 53 тысяч рублей. Менеджеру по закупкам обещают от 40 до 50 тысяч. Спасибо, конечно, что не 20 тысяч, но это все равно недостаточно для сегодняшних дней. Особенно для семей, где единственный кормилец и есть ребенок, а тем более несколько. Даже молодежь после техникумов и институтов стремится заработать больше. Можно ли нормально развлечься на такие деньги? Сомневаюсь. Нельзя никуда поехать, ничего посмотреть. Оплата обучения в хорошем университете также становится трудной. Поэтому на заводах остаются ветераны труда, которые там работали уже полжизни. Что же будет дальше? Хоть как-то, но заводы будут пытаться закрыть эти дыры. Может быть за счет работников Северного Кавказа, может быть за счет найма заключенных, может быть приедут высококлассные специалисты из Средней Азии. Но это все равно лишь временное решение, ведь проблема существует уже много лет. Работники заводов долгие годы получали недостаточно, и кардинально решить эту проблему можно только одним способом – значительным увеличением доходов работников. Никаких других магических решений нет и не будет. Судя по цене автомобилей, зарплаты должны быть минимум 200 тысяч рублей. А как считаете вы, почему обесценился труд на заводах? Пишите в комментариях.